Если вы по каким-то причинам не успели вырастить рассаду цветов, не стоит расстраиваться. Существует очень много неприхотливых и быстро растущих культур, которые можно посеять непосредственно в свой сад в мае. Этот способ посева также будет удобен всем, у кого нет времени и места для выращивания рассады. А ведь каждому из нас хочется окружить себя многообразием красивых цветов на весь теплый сезон. Предлагаю выбрать из моего списка те цветы, которые вам больше всего подходят. Большинство из них совершенно простые в уходе и очень долго цветут. А главное, что их можно посеять сразу в открытый грунт в мае. Но хочу отметить, что садоводы северных регионов должны ориентироваться на свои климатические условия и погоду, и, возможно, немного отодвинуть свои сроки посевов. Последний месяц весны– отличное время для посева самых разных однолетних и многолетних культур. Из летников очень стойкий цветок, который способен возобновляться каждый год своим самосевом, это календула. Ее семена можно смело высевать сразу на клумбу, в подготовленную рыхлую почву. Растение очень простое в уходе, но календула предпочитает хорошее освещение и своевременный полив, который особенно важен для молодых всходов. Этот цветок довольно быстро развивается и радует видом своих ярких ромашек до стойких холодов. Среди календулы есть растения не только с простыми, но и махровыми цветами. Семена заглубляют в почву на 2-3 см на расстоянии 20-30 см. Хорошо поливают. Сверху вместо посева можно накрыть белым агроволокном. Через пару недель лишние всходы потребуется проредить. На прогретую солнцем почву можно посеять лабулярию приморскую. Этот почвопокровник образует пышные ароматные заросли высотой от 10 до 35 сантиметров. Чтобы прорастание семян немного ускорить, посевы можно накрыть пленкой. Если же место посадки находится на постоянном солнце, лучше ее заменить агроволокном. Лабулярия, которую в народе называют однолетним алисумом, способна давать свой самосев. А вот ее родственник, алисум скальный, который цветет желтыми соцветиями, это многолетник. Хотя обе культуры и считаются совершенно неприхотливыми, после цветения их лучше подстригать. Без этой процедуры кустики со временем утратят декоративность. У скального алисума по окончанию цветения срезают не менее 1/3 части побегов. Эти цветы не капризны к почвам и приспосабливаются даже к скудным грунтам. Но все же для обильного цветения их лучше выращивать на в меру питательной и рыхлой земле. Кроме эффектной россыпи соцветий, эти растения порадуют вас своим чудесным ароматом. Поэтому эти цветы часто высаживают в зоне отдыха и вблизи дома. Из алисума получаются шикарные бордюры. Еще один бордюрный цветок, который можно посеять в мае, это немофила. Какие же красивые и долго цветущие поляны из нее получаются. К сожалению, в обычном садовом магазине ее семена почему-то сложно найти. Особенно редко встречается в продаже моя любимая голубая окраска. Поэтому семена голубой немофилы я специально заказываю через интернет. Кстати, при желании можно собрать собственные семена. Этот эффектный почвопокровник также дает свой самосев. А чтобы продлить цветение, немофилу лучше еще раз повторно посеять летом. Цветок неприхотливый, но потребует своевременного полива. При выращивании растения в скудной и сухой почве вау-эффекта и обилия цветов вы не получите. Так что имейте это в виду. Но немофила хороша тем, что даже при безрассадном выращивании она быстро вступает в цветение. Чего нельзя сказать про гвоздику турецкую. Это растение можно высевать в сад под зиму или с середины мая в июне. Но цветение гвоздики вы увидите только в следующем году. А вот неприхотливые бархатцы и однолетние астры зацветут в том же сезоне. Эти цветы хороши тем, что их можно не выращивать рассадой. Растения обильно и долго цветут и отлично подходят для составления ярких бордюров. В мае на хорошо прогретую почву можно посеять эффектные жаростойкие цинии. Подбирая эти цветы, обращайте внимание на характеристики сортов. Если вам нужны невысокие растения, приобретите семена низкорослых бордюрных циний. Из неприхотливых цветов вы также можете посеять хризантему келеватую и настурцию. Эти стойкие летники цветут с июня по октябрь, а в теплых регионах и того дольше.
Украсить надолго свои цветники можно с помощью лаватеры и неприхотливой космеи. Для самых солнечных и малоуходных цветников отлично подойдет яркий засухоустойчивый амарант. Среди этого растения есть разные декоративные виды. Все они отличаются формой, длиной и окраской соцветий. Есть также особо эффектные, с многоцветной красочной листвой, как, например, амарант трехцветный сорта иллюминация. Пышные бордюры можно вырастить из летнего кипариса или кохии. С виду этот летник напоминает хвойное растение, но кохия – это травянистая однолетняя культура, которая в садах средней полосы не зимует. Зато ее семена можно высевать сразу в открытый грунт. Делают это, когда почва хорошо прогреется. Если вы любитель совершенно неприхотливых растений, которые будут декоративно выглядеть весь сезон, яркая кохия вам как раз подойдет. Выбирая семена, можно подобрать разные окраски. Игольчатая, но мягкая на ощупь листва кохии летом имеет изумрудную окраску, а ближе к осени становится темно-розовой и даже ярко-малиновой. Растение не капризное к грунту и хорошо переносит временную засуху. Таким же неприхотливым является молочай окаймленный. За его эффектные ажурные предцветники данный летник в народе прозвали богатой невестой или горным снегом. Среди садоводов этот молочай приобрел широкую популярность. Его полюбили за долгоиграющую красоту и необычный вид, а еще за стойкость к жаре и засухе. Из луковичных культур в мае можно посадить гладиолусы. Этот теплолюбивый цветок высаживают, когда минует угроза ночных заморозков. Глубина посадки составляет размер 3 луковиц. Их укладывают корешками вниз на песчаный слой и присыпают питательной почвой. Также хочу отметить, что сейчас не проблема найти посадочный материал. Гладиолусы продают на рынках, в садовых магазинах и супермаркетах. Но при покупке всегда обращайте внимание на качество луковиц. Не приобретайте товар у непроверенных и сомнительных продавцов. Клубни луковицы гладиолусов не должны быть мягкими, подгнившими или сухими. Также не стоит выбирать чересчур крупные. Самый оптимальный размер клубней с диаметром до 3-4 см. Лучший вариант, если на них уже будет по центру здоровый зеленый росток. Обращайте внимание на сортовые качества. Подобрав разные гладиолусы, вы сможете существенно продлить цветение своей клумбы до октября. Также считается, что мелкие клубеньки диаметром 1,5-2 см зацветают на 15-25 дней позже, так что учитывайте эту особенность. В мае еще не поздно посеять в грунт агростелму и эшольцию. Для неприхотливых в уходе цветников также отлично подойдут гадеция и декоративный лен. В мае можно посеять декоративный подсолнечник и нигелу. Просто идеальный низкорослый цветок для сухих и солнечных мест, подбивки цветников, оформления бордюров и садовых дорожек – это портулак. Самый эффектный портулак – крупноцветковый. Я специально заказала семена махрового портулака, ведь этот почвопокровник будет радовать своими яркими цветами все лето и часть осени, даже при самом минимальном уходе. А к нему в компанию также купила семена махрового декоративного мака. Уж очень красивые и крупные у него цветы. Мак, даже декоративный, совершенно простой в уходе. Он отлично выдерживает засуху и подходит для дачников выходного дня. Но хочу предупредить, что любым молодым растениям и всходам потребуется уход. Для них важен не только своевременный полив, но и прополка. В противном случае сорняки со временем их заглушат. И в заключение еще хочу отметить, что в каждом регионе свои сроки посадок. Поэтому всегда учитывайте свои климатические условия и капризы погоды. Конечно, этот список растений еще можно продолжить. И я буду благодарна всем, кто подскажет другие варианты цветов, которые можно посеять в открытый грунт в мае. Не забывайте подписываться на наш канал и делиться своим опытом в комментариях. А если сегодняшнее видео было вам полезным, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до новых встреч в нашем добром саду.